День 1675. Алекс на связи. Основные и простые сценарии в умном доме, они связаны с управлением светом. Конечно, если честно, мне не очень нравится автоматизация в комнатах, которые у меня сделаны. Наверное, самая автоматизация, которая мне нравится, это в туалете и ванной. Ну, еще управление в кладовке. Ну, там просто включение или выключение света в зависимости от датчика движения, который даже и к умному дому-то не привязан. Остальные автоматизации, они больше нацелены на удаленное управление светом, чтобы можно было из одной комнаты выключить свет в другой комнате. Это, конечно, удобно. У меня сделаны разные беспроводные выключатели, которые находятся в других комнатах. И я могу этими выключателями выключить свет, если кто-то оставил его включенным в другой комнате. Например, у меня так сделано управление светом в спальне. Я могу выключить свет в коридоре, могу выключить свет на кухне. Потому что если я вижу, что там свет горит, то у меня, во-первых, на дашборде это показывается индикатором о том, что выключатель включен в соответствующей комнате. Ну и, в принципе, это и так видно. Поэтому, чтобы там никого не звать и не кричать, чтобы там свет выключили или самому не вставать, уже особенно это ночью, то, конечно, проще просто нажать кнопку, и тогда свет выключится. Разные способы управления, я их, конечно, использую. Ну, например, конечно, через телефон, как часто показывают, там, заходить в приложение и запускать, там, включать свет из этого приложения. Это, конечно, не очень удобно, потому что, во-первых, очень долго, приложение долго запускается, и найти нужный выключатель, там, даже если можно выбрать комнату, это все равно занимает некоторое время. Но если, например, я вижу, что свет остался включенным, а я, допустим, вне дома нахожусь, то, конечно, я могу этим воспользоваться способом, но это на крайний случай. Конечно, есть еще способы разного другого управления. Например, можно управлять голосом. У меня практически все выключатели добавлены в экосистему Яндекса, и, соответственно, я могу просто либо также зайдя в приложение Яндекса, либо, соответственно, командой сказать, что там выключить свет в нужной комнате. Конечно, это нужно сделать, во-первых, чтобы разные светильники, они именно выступали как свет, входили в группу. Это делается при настройке соответствующего устройства. Там, если когда оно добавляется в экосистему Яндекса, можно и потом поменять. Нужно выбрать тип свет или просто управляемое устройство, как выключатель или розетка. И тогда уже в зависимости от этой настройки будет либо по команде «включи свет» будет включаться именно все устройства с таким признаком «свет». А если какая-то лампочка не надо, чтобы включалась, соответственно, нужно будет такой признак убрать. В принципе, у меня сделано так, что все в основном светильники, лампочки, они просто сделаны как выключатели, то есть они не имеют такой команды. Но есть общий выключатель, который для всех. Например, если у меня трехкнопочный выключатель, то есть еще четвертый признак, такой виртуальный выключатель, это который объединяет все эти устройства вместе. Соответственно, когда я говорю «включи свет», у меня именно это виртуальное устройство включается, ну и оно включает все остальные привязанные к нему там лампочки. Это сделано потому, что отдельно, там, если каждый светильник управлять, это не очень удобно. Иногда просто там хочется включить определенный светильник, и у меня они так сделаны, что там один называется люстра, другой там называется светильник, третий еще как-нибудь. И, соответственно, когда я говорю напрямую, и там название этого светильника, он включается. Если я просто сказал свет, то он через общие правила действует. Например, сделано так, что этот признак общий, он проставляется там, в состоянии включено, если хоть одно из управляемых устройств включено. Если все выключены, только тогда в этом случае статус выключен. Также для управления светом я использую инфракрасный пульт от телевизора. Фактически там есть несколько кнопок, и у меня есть приемник. Это очень простой приемник, он подключен прямо к Raspberry напрямую к микрокомпьютеру.
и там крутится определенный скрипт, который считывает значение с этого датчика. Стоимость такого датчика, наверное, рублей 10 всего. Но он позволяет считывать команды с пульта, и, соответственно, дальше у меня там по сценарию запускается там соответствующие действия, либо это включение определенного светильника, выключение, либо запуск какого-то сценария. Это удобно, и часто, на самом деле, сейчас на пультах кнопки практически не нужны, большая часть, и они там, когда на них нажимаешь, например, при просмотре какого-то фильма, просто пишут, что она не задействована, эта кнопка, поэтому очень много можно разных сценариев сделать, и использовать такой пульт, поскольку рядом, гораздо удобнее, чем даже там голосом говорить. Но то, что касается автоматизации, тут, конечно, очевидно, что есть разные датчики, например, датчики открытия дверей и окон. У меня такие стоят на двери в туалете и ванной. И по открытию двери тоже происходит событие включения света, если он был выключен. Если он был, соответственно, включен, то наоборот выключается. Таким простым действием, собственно, можно автоматизировать включение и выключение света там, в туалете и ванной. То есть, если хочется более хитрое управление, то тогда уже, конечно, есть датчики движения. Они там, при обнаружении человека отправляют команду об этом в систему умного дома, и дальше просто происходит обработка этого события и включение света обычно там, в комнате именно при обнаружении движения. Через некоторое время, обычно это где-то минута, если это фирменные датчики Xiaomi, например, которые я использую, то там, конечно, через 1 минуту происходит сигнал о том, что движение перестало обнаруживаться. Ну и можно еще обработать, если нужно там еще подождать, конечно, это уже можно на уровне системы умного дома сделать некоторую задержку по времени и дальше уже выключить свет в комнате. То есть это тоже основной сценарий использования по управлению светом. Самое сложное, конечно, это уже когда сейчас, в принципе, стали не очень дорого стоить датчики присутствия. И такой датчик, конечно, можно установить тоже в комнате, и тогда при обнаружении человека, и когда человек находится в комнате, этот датчик будет показывать, что человек присутствует. И в этот момент можно, во-первых, можно сразу включать при попадании человека в поле действия этого датчика. Ну и еще также можно отслеживать именно состояние присутствия. И когда присутствие прекратилось, только в этом случае свет выключать. Но это на самом деле не всегда удобно, потому что если это комната, где люди спят, например, спальня или там детская, то, конечно, не всегда получается корректно, он может обрабатывать. То есть, но есть такой способ, например, просто выключить свет, и пока повторно не произойдет срабатывание, то есть изменение статуса с отсутствует на присутствует, то свет, конечно, не будет включаться. Но если он там случайно, датчик там, перестанет обнаруживать человека, это может, например, там, если перестать дышать некоторое время, то, в принципе, он, конечно, рано или поздно может потерять человека из поля там, видимости и, соответственно, дать сигнал, что выключено. Иногда может посреди ночи просто свет включиться, что будет не очень приятно. Но управление светом тоже может быть сделано не просто, например, как у меня выключателями, которые, там, допустим, трехкнопочные я использую. И на них тоже есть на самом деле фишка такая, что некоторые выключатели поддерживают одновременное нажатие кнопок, а некоторые не поддерживают, то есть нужно по одной кнопке нажимать. Это не всегда удобно, и когда выходишь, например, из комнаты, а там 3 разных светильника нужно выключить, то по одной нажимать это очень долго получится. Даже часто я просто там могу сказать голосом выключить свет, потому что действительно он выключит все, там, допустим, 3 светильника и сделает это гораздо быстрее, чем я буду каждую кнопку нажимать. Но те выключатели, которые поддерживают такой режим одновременного нажатия, они, конечно, гораздо удобнее. И я их пытался именно как раз приобретать и устанавливать. Но при покупке там это нигде не указывается, никто это никогда не проверяет. И даже
никаких там обзорах не пишет. И, конечно, это очень важная функция, и тут нужно экспериментировать, искать такой выключатель, который такое позволяет действие делать. Беспроводные выключатели, они тоже обычно синхронизируются с такими проводными выключателями, но тоже по-разному. Есть, которые синхронизируются по радиочастоте 433 МГц, есть беспроводные, которые работают по Bluetooth, они через систему умного дома уже интегрируются. И там тоже получается так, что можно привязать кнопку там, беспроводного к кнопке проводного. Ну, это тоже просто делается через сценарий фактически, если это не на частоте 433 МГц. А если по радиочастоте, то там как раз просто привязывается кнопка одного выключателя к кнопке там, беспроводного выключателя. И тогда уже при нажатии кнопки на беспроводном будет всегда выполняться одно действие, и даже система умного дома фактически не будет видеть это нажатие. То есть там будет видно только то, что сам привязанный выключатель, он там сработал и, допустим, свет включился. Но если использовать Zigbee беспроводной выключатель, то на нем получается, можно через систему умного дома там просто писать какой-то сценарий и в нем именно уже выбрать, что нужно включать. Например, может одна кнопка включать там все три там, светильника, а другая выключать все три светильника. Также беспроводные Zigbee выключатели, они еще поддерживают несколько режимов. Обычно это двойное нажатие еще есть и удержание. Конечно, двойное нажатие, оно в принципе удобно, то есть это достаточно быстро можно сделать. А удержание это неудобно, потому что без визуального контроля очень сложно правильное время удержать. То есть это нужно держать, пока там не погаснет лампочка, там светодиод соответствующий на этом беспроводном выключателе. И только в этом случае отпускать, и тогда оно сработает. И тоже не все беспроводные выключатели поддерживают одновременное нажатие. Например, выключатели от TUI, они так не умеют, а, допустим, выключатель от Akara, он нормально так работает, и там можно много кнопок одновременно нажимать.